Привет, армия. Этот вопрос не просто домыслы фанатов BTS, он отражает волну информации, которая начала появляться из разных неожиданных источников в последние дни на фоне продолжающегося общественного внимания к сольной деятельности участников BTS во время перерыва в группе. Особый инцидент с Ким Тэхёном V в Лос-Анджелесе, наряду с необычной реакцией Чон Чингука, вновь пошатнул устоявшееся представление общественности. Может ли то, что произошло между этими двумя известными участниками перед отъездом Тэхёна из США, быть ранним намеком на что-то большее? Источники, общавшиеся со СМИ, а также с несколькими американскими СМИ, сообщают, что между Тэхёном и старшим продюсером в районе Западного Голливуда состоялась очень частная встреча, всего за несколько часов до того, как Тэхён, как сообщается, уехал в аэропорт. Эти встречи не были указаны в официальной повестке дня, не публиковались в социальных сетях и не сопровождались сотрудниками HYBE, и совершенно не был замечен папарацци, что весьма необычно, учитывая уровень внимания к деятельности участников BTS за рубежом. Еще интереснее, вот как Чингук, находившийся в Южной Корее, внезапно опубликовал загадочный пост в своем аккаунте Уиверс всего через несколько минут после того, как самолет Тэхёна вылетел из Лос-Анджелеса. Пост состоял всего из одного предложения: «Надеюсь, решение верное». Предложение казалось простым, но сразу же вызвало домыслы среди ARMY и музыкальных журналистов, породив серьезные вопросы. Какое решение имел в виду Чингук? И было ли оно напрямую связано с последним выступлением Тэхёна в Лос-Анджелесе? В последние недели начали появляться теории о том, что сольная деятельность Тэхёна в Лос-Анджелесе была не просто фотосессией или обычным развлечением. Скорее, она была связана с продолжающимися переговорами с представителями калифорнийского независимого музыкального лейбла, который ранее работал с крупными артистами разных жанров. Если это правда, то его последний поступок перед возвращением в Сеул гораздо важнее, чем предполагалось изначально. А в сочетании с заявлениями Чингука вполне возможно, что это было не просто личное действие, это было профессиональное решение, которое может иметь долгосрочные последствия как для сольной карьеры Тэхёна, так и для внутренней динамики BTS. Однако это лишь поверхностный взгляд. По мере того, как информация продолжает поступать из множества взаимодополняющих источников, эта история становится все более сложной, эмоциональной и напряженной. ARMY, известные своей чрезвычайной чувствительностью к любым намекам на разногласия или движения за пределами официальной структуры BTS, теперь пристально следят за динамикой отношений между Чингуком и Тэхёном, двумя друзьями, которые в интервью часто называли друг друга партнерами по развитию. Но если это правда, что важные решения не обсуждаются открыто, является ли это признаком недостатка общения? Или это признак того, что они что-то скрывают от общественности по пока необъясненным причинам? Это предположение начинает подтверждаться и другими доказательствами. Одним из примеров является точный отчет о знаменитостях в Лос-Анджелесе, в котором говорится, что Тэхён был замечен в частном доме, известном как временное место жительства эксклюзивных музыкантов Columbia Records. Интересно, что в списке соавторов продюсерской компании значатся известные имена, в том числе продюсер, который также работал с Чингуком над песней «Севен». Означает ли это, что встреча проходила не совсем вдали от ближайшего окружения BTS, или это признак того, что Тэхён формирует совершенно новую творческую команду для своего будущего? Более того, в радиоинтервью через 2 дня после смерти Тэхёна продюсер из Лос-Анджелеса упомянул, что они недавно вели переговоры с одним из самых артистичных вокалистов Кореи, который в настоящее время работает над кросс-жанровым музыкальным проектом. Хотя его имя не было названо, время и контекст заявления породили предположение, что он имел в виду Тэхёна. Более того, один из сотрудников лейбла был замечен лайкнувшим фотографию Тэхёна с его последнего дня в Лос-Анджелесе, знак, который сочли слишком случайным, чтобы игнорировать. А что насчет Чингука? Если Тэхён действительно готовил что-то грандиозное, даже без прямого согласования с агентством или другими участниками BTS, объясняет ли это внезапный эмоциональный пост Чингука на Уиверс? Или, возможно, Чингук на самом деле все знал, но мог общаться только кодовым способом из-за ограничений по времени и местоположению. Конечно, это был не первый раз, когда Чингук делал загадочные намеки на деятельность участников группы. В случае с Чимином в прошлом году Чингук также делал комментарии, которые поначалу казались неуместными, но позже оказались напрямую связанными с продвижением сольного альбома Чимина. Ситуацию осложняет молчание HYBE.
На сегодняшний день агентство не поступало ни официального подтверждения, ни опровержения относительно деятельности Тэхёна в Лос-Анджелесе или смысла поста Чингука. Подобное молчание обычно используется для контроля над медийной риторикой, но в контексте такого глобального фандома, как ARMY, отсутствие ясности лишь увеличивает простор для домыслов. Некоторые корейские аналитики индустрии развлечений предположили, что HYBE, возможно, ждет подходящего момента, чтобы объявить о новом сольном проекте Тэхёна, но этот подходящий момент, по-видимому, еще не наступил, и фан-база уже слишком разгорячена, чтобы успокоить ее одним заявлением. Более того, общественное давление, требующее ясности, растет, особенно после того, как канадский композитор, работавший с BTS, поставил лайк комментарию фаната о музыкальном разрыве Тэхёна и Чингука. Итак, что же произошло на самом деле? Был ли отъезд Тэхёна из Лос-Анджелеса чем-то большим, чем просто рабочая поездка? Был ли комментарий Чингука знаком одобрения, обеспокоенности или скрытого разочарования? А что насчет их ранее обсуждавшегося совместного проекта? Чтобы ответить на все эти вопросы, публике придется дождаться более конкретных данных, официального заявления агентства, нового музыкального релиза Тэхёна или, возможно, ответа от Чингука. Однако очевидно, что их косвенное взаимодействие, в сочетании с их скрытой деятельностью в Лос-Анджелесе, открыло новую главу во внутренней динамике BTS, которая ранее считалась очень прочной и прозрачной. Некоторые наблюдатели советуют публике не торопиться с выводами о проблеме. Это может быть проявлением естественного творческого процесса, когда каждому участнику предоставляется свобода индивидуального развития. Однако мы также не можем игнорировать тот факт, что направление Тэхёна, если оно действительно соответствует сообщениям, может изменить восприятие публикой сплоченности BTS. Несколько месяцев назад в интервью французскому журналу Тэхён выразил желание сделать что-то совершенно новое, не связанное с ожиданиями публики от BTS. То, что тогда звучало как рекламное заявление для Льёвр, теперь кажется прологом к чему-то гораздо большему. И, возможно, более личному. Из обрывков информации, визуальных подсказок, загадочных постов и намеренного молчания складывается история, которая не только полна напряжения, но и эмоционально заставляет задуматься и, возможно, вскоре приведет к важному объявлению. Но пока ничего официально не подтверждено, публике остается только строить догадки и ждать. Так действительно ли Тэхён что-то скрывал перед отъездом из Лос-Анджелеса? И намекал ли Чингук на это намеренно, публично или кому-то лично? Если ответ будет раскрыт, мы станем свидетелями не только нового этапа сольного пути Тэхёна, но и, возможно, нового направления во внутренних отношениях BTS, построенных на доверии. Направление загадочное, тревожное, но в то же время полное надежды. История, написанная не только ими, но и миллионами глаз, которые не перестают за ними наблюдать. Если когда-то отъезд Тэхёна из Лос-Анджелеса воспринимался как конец рабочей рутины, то теперь эта надежда постепенно превращается в подозрение. А в мире К-поп, особенно в BTS, чьи связи в мировой культуре так глубоки, ничто не может считаться совпадением. Одним из визуальных ключей, который сейчас анализируют наблюдатели, является последний наряд, который был на Тэхёне по дороге в аэропорт. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business